Рохинджа – это этническое мусульманское меньшинство, проживающее на территории Мьянмы. Более 80% из миллиона рохинджа живут в штате Ракхайн, который является наименее развитым штатом Мьянмы с уровнем бедности в 78%. Рохинджа этнически, лингвистически и религиозно отличаются от доминирующего буддийского населения Мьянмы. В стране для рохинджа существуют определенные ограничения на брак, планирование семьи, трудоустройство, получение образования, религиозный выбор и свободу передвижения. Например, в северных городах страны парам рохинджа разрешено иметь только 2 детей. Кроме того, существует практика получения разрешения на вступление в брак, что может потребовать фотографии невесты без хиджаба и жениха с чисто выбритым лицом, что противоречит мусульманским обычаям. А чтобы выехать за пределы своих поселков, рохинджи должны получить одобрение властей. Главным элементом дискриминационной политики в отношении рохинджи является отказ правительства предоставить данной этнической группе гражданство Мьянмы, в результате чего большинство рохинджа не имеют документов. В соответствии с законом о гражданстве 1982 года рохинджи теряли право называться коренным народом, а в 1983 году была проведена перепись населения, в которой не было учтено мусульманское население Ракхайна. Спустя 30 лет при поддержке ООН была проведена вторая перепись. Первоначально мусульманам было разрешено идентифицировать себя как рохинджа, но после того, как буддийские националисты выступили с угрозами бойкота переписи, правительство постановило, что переписи будут подлежать только бенгальцы. Под таким же давлением националистов в 2015 году были отменены белые карты, дававшие рохинджа право голосовать на конституционном референдуме 2008 года и всеобщих выборах 2010 года, из-за чего на выборах 2015 года, которые международные наблюдатели посчитали прошедшими без нарушений, не было ни одного кандидата-мусульманина. В августе 2017 года в штате Ракхайн вспыхнули столкновения между мусульманами рохинджа и вооруженными силами и полицией Мьянмы, в результате чего было уничтожено более 100 деревень, а 700 тысяч представителей рохинджа были вынуждены бежать из страны. Причиной столкновений стали нападения, произошедшие 9 октября 2016 года, когда боевики армии спасения рохинджа Аракана атаковали посты пограничной полиции в штате Ракхайн, в результате чего погибло не менее 13 полицейских, а склады боеприпасов были разграблены. Первый месяц полицейских акций с 25 августа по 24 сентября 2017 года правительственными войсками и полицией было убито более 6,5 тысяч мусульман рохинджа. В сентябре 2018 года эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали отчет, в котором было установлено, что подобными действиями правительство Мьянмы стремится к организации геноцида. Беспокойство вызывает политика властей по расчистке брошенных деревень рохинджа, в которых многие видят подготовку к заселению штата Ракхайн буддистами. В отчете 2019 года эксперты приходят к выводу, что ситуация в Мьянме не улучшилась, а угроза геноцида сохраняется для 600 тысяч рохинджа, остающихся в Ракхайне. Существует 3 главных пункта назначения, куда после событий августа 2017 года бегут рохинджа. Бангладеш. По данным Агентства ООН по делам беженцев, в стране находится более 900 тысяч беженцев рохинджа, многие из которых живут в лагере в городе Кокс-Базар, считающийся самым большим в мире лагерем беженцев. Примерно 400 тысяч детей в лагере не имеют доступа к образованию, а более 60% доступной воды сильно загрязнено. Индия. Данные о количестве беженцев разнятся. ООН информирует о 18 тысячах рохинджа, в то время как индийское правительство заявляет о 40 тысячах. Индийские власти не особо приветствуют нахождение рохинджа на своей территории и с конца 2018 года отправили десятки беженцев обратно в Мьянму. Малайзия. По состоянию на октябрь 2019 года в стране находилось около 100 тысяч рохинджа, которые не имеют правового статуса и не могут работать. Интересной представляется реакция АСЕАН, членом которой является Мьянма. Из-за приверженности стран-участниц принципу невмешательства во внутренние дела друг друга, у организации отсутствует конкретно сформированная позиция относительно данного кризиса, что существенно затрудняет процесс урегулирования проблемы.
В ноябре 2019 года Гамбия от имени Организации исламского сотрудничества, в состав которой входит 57 стран, подала первый международный иск против Мьянмы в Международный уголовный суд, обвинив страну в осуществлении геноцида. В январе 2020 года суд единогласно постановил, что Мьянма должна принять чрезвычайные меры, чтобы защитить мусульман Рохинджа и начать процесс возвращения беженцев. Необходимо отметить, что на исполнение данного постановления уйдут годы, если, конечно, Мьянма вообще собирается его исполнять. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и читайте нас в Telegram. Ссылка будет в описании. До новых встреч!